Всем снова привет из Алгарве. В своих предыдущих выпусках я показывал вам окрестности города Портимао. Я ездил на запад от этого города, ездил на восток от этого города, показывал какие-то дикие места, показывал более обжитые обывательские районы. И у кого-то может возникнуть законный вопрос: а что не так с этим городом? Почему я показываю все, что угодно, кроме него самого? И если этот вопрос у вас возник, значит, интрига состоялась, и поток слюны, струящийся в ожидании этого грандиозного зрелища, уже невозможно остановить. Короче, сегодня мы смотрим на сам город Портимао. Но прежде чем начать это грандиозное зрелище, я все-таки хотел сказать пару слов от себя. Портимао формально это город, находящийся в западной части Алгарве. И если его восточная и северная граница более-менее четко очерчены рекой Арады и шоссе Н-125, то западная граница, она как-то так очень невнятно растворилась в пространстве. И такие территориальные единицы, как Алвор, Монтеш-де-Алвор, Бимпошта, могут поспорить, принадлежат ли они к Портимао или являются какими-то самостоятельными населенными пунктами. Я решил не вдаваться в эти подробности и, грубо говоря, называю Портимао все, что лежит на участке между Риу-Араде, заливом Рио-де-Алвор и шоссе Н-125. Вот для меня вот этот квадрат земли, я его, грубо говоря, называю Портимао. И я хочу сделать на этом акцент. Все, что вы увидите сегодня в кадре, все это находится в пределах вот этого квадрата. Будь то какие-то современные высотные здания, широкие проспекты или какие-то откровенно дикие природные уголки, все вот это, как я говорю, это находится в пределах города Портимао, в его, скажем так, городской черте. Я был бы, наверное, не я, если бы просто показал вам какой-то набор городских сюжетов, какие-то картинки. Я в очередной раз приглашаю вас на прогулку с моим двухколесным другом. Есть люди, которые любят большие города с яркими какими-то признаками современной урбанистики. Другие люди любят, наоборот, какие-то города с богатым историческим наследием. Я для себя избрал еще одну категорию оценки городов, назовем ее велопригодность или велогеничность. То есть насколько город хорош в плане прогулки по нему на велосипеде, насколько он удобен для этого, и насколько интересно он раскрывается в этой ипостаси. Короче, я опять много болтаю. Поехали!
Хотите море? Да пожалуйста! Я уже говорил, что такие вот красочные клиффы – это визитная карточка Алгарве. И Портимау не исключение. В частности, вот тот участок, на котором я сейчас нахожусь, это участок берега между пляжами Прая-ду-Вау и Прая-ду-Алвор. Он наиболее почитаем у любителей природы. Видите, сколько много здесь тропиночек. Люди очень любят здесь гулять, особенно когда такая вот спокойная, не жаркая и не холодная погода. Гуляют вот по этим клиффам. Я тоже это делаю, но чаще на велосипеде.
Прая-де-Роша. Один из самых обширных пляжей в Алгарве. В переводе на русский это название обозначает «скалистый пляж». И свое имя он получил в связи с тем, что обрамлен теми самыми спектакльными скалами, которые я вам уже неоднократно показывал. Довольно странно все это звучит, потому что примерно половина алгарвийских пляжей оформлены примерно таким же образом. И более того, некоторые из них гораздо более скалистые. Но именно этот пляж был назван «скалистый пляж». Видимо, по принципу «кто смел, тот и успел». Но на сегодняшний день, когда говорят «Прая-де-Роша», то чаще всего имеют в виду не сам пляж, а ту урбанизированную зону, которая к нему прилегает. Это самый туристический район Портимао. Именно здесь расположено большинство отелей, апартаментов, и прочие атрибуты типичной курортной жизни, как то променад, куча кафешек, ресторанов, всевозможных магазинов с сувенирами. На сегодняшний день каждый знает, что Прая-де-Роша расположена в Портимао и считается одним из районов города. Но еще буквально полвека назад это была отдельная такая территориальная единица. От города ее отделяли достаточно обширные такие незастроенные пространства, и некоторые пустыри сохранились по сей день. Провести какую-то четкую границу, где заканчивается Прая-де-Роша и начинается город Портимао, практически невозможно, и никому это не нужно. Условно говоря, это такая, наверное, метров 500 шириной полоса вдоль морского берега и в основном застроенная современной многоэтажной архитектурой. Но есть здесь как минимум один исторический объект. Это форт Святой Катарины, фонд Санта-Катарина. Со смотровой площадки этого форта открывается шикарный, реально шикарный вид на марину, на устье реки Арады, на пляж. Я бы даже сказал, что вид с этой смотровой площадки, это такая визитная карточка Портимао. Я уже сказал, что сам пляж Прая-де-Роша, он достаточно обширен. Чем хороша эта обширность этого пляжа, именно здесь проходят всевозможные состязания по пляжному футболу, пляжному волейболу. Нередко в летний сезон устраиваются грандиозные дискотеки, какие-то фестивали, выставки. То есть это именно такое попсовое место. То есть не столько покупаться и позагорать, сколько именно движуха, то есть какая-то активная социальная жизнь. Как-то так.
Я уехал примерно на пару километров вглубь территории от морского берега. И, собственно говоря, я подошел к границам так называемого старого города. То есть та туристическая зона, которая находится на берегу моря, Прая-де-Роша, это была отдельный населенный пункт. Сам город Портимао, он находился не на берегу моря, а на берегу реки. Традиционным промыслом была добыча соли и также рыбная ловля. И вот в данном месте, где я сейчас нахожусь, здесь тоже у нас еще одна там очередная марина. Вот. А здесь такой интересный конвейер с корзинками. Дело в том, что за моей спиной находится здание. Сейчас это городской музей. Вот видите, Музео де Портимао. А когда-то здесь находилась консервная фабрика. И рыболовный промысел, который здесь также процветал. Вот рыбаки привозили рыбу сюда. И вот по этому конвейеру, сейчас я покажу его сбоку. Такой вот экзотический транспортер. Рыба выгружалась и поступала прямо на фабрику, где перерабатывалась. Старый Портимао ничего великого из себя не представляет. Ну, как в любом португальском городе, здесь, конечно, найдется пара-тройка интересных исторических зданий, какие-то скверы, площади. Но это скорее редкие исключения на фоне всеобщей унылости. Еще лет 10 назад здесь бурлила жизнь за счет небольших, но многочисленных магазинчиков. В наши дни практически вся коммерция переместилась в современные торговые комплексы, либо аутлет-зоны, и узкие старые улочки окончательно потеряли свою привлекательность. Единственным местом в старом городе, способным составить здоровую конкуренцию Прая-де-Роша, является набережная реки Арады. Это тоже довольно тусовочная зона со своим променадом и энным количеством магазинчиков, ресторанов, кафешек, но атмосфера здесь совершенно другая. На Прая-де-Роша погоду делают приезжие туристы, а набережная старого города пропитана духом такой неспешной обывательской жизни. Если вы спросите, чем больше всего Портимао привлекает лично меня, я отвечу: разнообразием. Современная многоэтажная архитектура соседствует здесь с уголками практически дикой природы. А буквально в 50 метрах от широких проспектов с активным автомобильным движением разгуливают павлины, плавают утки со всем своим желторотым семейством. Смею, однако, напомнить, что моей генеральной идеей является не демонстрация красоты и величия Портимао, а пропаганда велопрогулок по этому городу и его окрестностям. В описании к этому видео есть ссылка на маршрут, который примерно соответствует тому, что вы увидели на экране. Я называю этот маршрут «прокатиться вокруг дома», то есть езжу по нему довольно часто, когда нет сил, времени или просто желания для более масштабных приключений. Но даже годы спустя он продолжает радовать меня характером местности и разнообразием пейзажей. И я думаю, что любой велолюбитель, выйдя на этот маршрут, получит массу ярких впечатлений. А на мой субъективный взгляд, велопрогулка по данному маршруту – это лучший способ познакомиться с городом Портимао и ближайшими окрестностями.